Салют, друзья! С вами Армен, это гид гитарного звука, и в третьем эпизоде курса молодого творца я расскажу вам про разные виды усилителей. Поехали! По традиции начнем с разбора трех наиболее известных школ гитарного звучания на ключевые компоненты, а чуть позже обсудим их характерные особенности. Изначально я хотел, как и в эпизоде с гитарами, взять 5 моделей усилителей, но деталей, которые нельзя опустить, оказалось слишком много, поэтому будет лучше посвятить отдельный ролик каждой ветви гитарного усиления в будущем. Первый обсудим американскую школу звука от легендарной компании Fender. И стоит отметить, что помимо собственных богатых историй и модельного ряда, усилители большой F послужили основой для создания таких титанов, как Marshall JTM-45 и Mesa Boogie Mark I. Но это прекрасные темы для отдельных роликов. Итак, звучание усилителей из Фуллертона характеризуется прекрасным чистым звуком и АЧХ с проваленной серединой спектра. Оконечники построены на лампах 6L6, а динамики использовались от итальянской компании Jensen. Вторым обсудим британского гиганта Marshall. Здесь наоборот, мы получаем АЧХ с выпеченной серединой и огромную палитру перегруза от легкого брейкапа сочного кранча до насыщенного гейна. Лампы оконечника EL34 и динамики от английской компании Celestion, в частности модели Greenback, Creamback и Vintage 30. И третья школа от британцев из Vox. По АЧХ здесь завален низ, плотная середина и яркий насыщенный верх. По звуку усилители из Дартфорда тоже предоставляют широкий выбор от чистого до насыщенного перегруза, но звучат они совершенно по-своему. Этому способствуют лампы оконечника EL84 и динамики Celestion Alnica Blue. К слову о важности кабинета. Один видеоблогер сделал интересный эксперимент, подключая винтажный усилитель Marshall в два разных кабинета. Один с гринбэками, а другой с Alnica Blue. И, о чудо, во второй кап Marshall прозвучал практически неотличимо от Vox. Далее обсудим составные части предложенного лампового усилителя без привязки к конкретной модели. От гитары сигнал приходит на вход усилителя, который является частью преампа или предусилителя. Из названия следует, что усилитель будет дальше, и так и есть, но об этом мы узнаем позже. В этом звене происходит формирование звучания, исходя из схемы, переключение каналов, эквализация, определение степени искажения, а иногда и общей громкости. Стоит отметить, что в первых моделях не было мастер громкости, то есть сопротивления между предусилителем и оконечником, и таким образом последний всегда работал на полную мощность, а первый определял и степень искажения, и выходную громкость, а эквализация позволяла настроить звук под конкретную гитару. Лампы в преамп устанавливали разные, мы отметим два вида. 12AT7, который больше подходит для чистого звука, и 12AX7, они же ECC83, который подходит как для чистого, так и для перегруженного звука. В более позднем ампостроении стало популярно после преампа устанавливать петлю эффектов или FX Loop. Про широкие возможности ее использования мы поговорим в отдельном ролике, а базовый смысл в том, чтобы использовать модуляцию и пространственно-временные эффекты именно после перегруза для получения более качественного звучания. Петли бывают с буфером для компенсации потери верха при использовании длинных кабелей и больших цепей эффектов, и без, с последовательным подключением, которое накладывает обработку на 100%, и параллельным. Последнее позволяет подмешать обработанный эффектами сигнал к чистому в определенном соотношении. Еще позже стали появляться усилители с отключаемой петлей эффектов, так как присутствие разрыва влияет на природу взаимодействия предусилителя и оконечника. И вся эта красота, созданная предыдущими элементами, приходит на оконечник или Power Amp. Он определяет тембр и
мощность выходного сигнала в зависимости от модели и количества установленных ламп. Пройдемся по ним тезисно еще раз. 6L6 – высокая мощность, заваленная середина. EL34 – высокая мощность, выпеченная середина. И EL84 – низкая мощность, плотная середина и яркий верх. Также в некоторых усилителях встречаются регуляторы Presence и Depth. Они связаны именно с работой оконечника и позволяют регулировать количество сверхвысоких и сверхнизких частот соответственно. Далее сигнал выходит из оконечника и подается на кабинет. И здесь важно помнить, что ламповые усилители категорически запрещается включать без подключенной нагрузки, которую сообщают динамики, или специальные приборы, о которых мы поговорим в следующем ролике. Также важно соблюдать сопротивление, выходное на усилителе и входное на кабинете. Оно бывает номиналом 4, 8 или 16 Ом. Стоит отметить, что значимость влияния кабинета на итоговое звучание переоценить невозможно. Ведь даже если подобрать идеальное сочетание гитары, педалей, эффектов и усилителя, но подключить в неподходящий кабинет, то вся красота развалится. Гитарные кабинеты бывают следующих форматов: 1 на 12, 2 на 12, 4 на 12, 4 на 10, 2 на 10, 1 на 10 и 1 на 15, где первая цифра определяет количество динамиков, а вторая их диаметр в дюймах. Также в зависимости от конструкции задней стенки кабинеты бывают закрытого и открытого типа. По особенностям динамиков стоит отметить следующее. Десятки встречаются часто, по звучанию более яркие, но низа у них ощутимо меньше, чем у двенашек. Последние распространены больше всех, так как имеют наиболее сбалансированный звук, а пятнашки, наоборот, встречаются гораздо реже, по звуку имеют богатый низ, но верха у них иногда может не хватать. На этом с кабами пока остановимся и перейдем к микрофонам. Чаще всего на студиях звукозаписи используются кабинеты 4 на 12, что позволяет снимать сигнал одновременно несколькими микрофонами. Здесь поле для обсуждения тоже огромное, но мы для начала остановимся на 6 самых популярных моделях. Первым обсудим Shure SM57, пожалуй, самую распространенную модель в звукозаписи. Это динамический микрофон, сосредоточенный на средней и верхней частях спектра АЧХ. Для получения завершенной картины часто используются связки с ленточным микрофоном Royer R121. Это еще один золотой стандарт в обслуживании гитарного сигнала. Благодаря особенностям конструкции и техническим характеристикам он прекрасно подходит для получения насыщенного и плотного низа на записях в студии. Еще один вариант дополнить звучание 121-го – немец Sennheiser E906 по прозвищу Печенька. В отличие от всеядного SM57, 906 был спроектирован именно для записи звучания гитарных кабинетов, и между нами мне он нравится больше. Также Sennheiser предлагает более универсальную модель MD421. Она обладает более широким спектром отклика АЧХ по сравнению с 57-м и Печенькой и звучит совершенно по-своему. Кроме 121 для записи бархатистого низа используются конденсаторные AKG C414 и Neumann U87. Это топовые микрофоны, которые не по карману любителям, но знать о них надо, так как они часто встречаются в плагинах типа Two Notes Wall of Sound, о которых мы поговорим в следующем ролике. А на сегодня на этом все. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях, буду рад ответить. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. До новых встреч в кривом эфире. Пока! Поехали! Электричкой из Москвы я поеду в никуда. Лай-ла-ла. Этот ведь поедет. Изначально
Я хотел, как в эпизоде с гитарами, взять 5 моделей усилителей. Итак, усилители из Фуллерта Celestion Alnica Blue. И здесь важно знать, что лампы-усилитель с номиналом 4, 8 или 16 Ом. По звучанию яркие, но низа у них Пока электричка едет, ваше здоровье. Более универсальную модель MD400. Американскую школу звучания от легендарной компании Fender. Электричка.